Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Ноябрь, первая половина месяца, любовь и деньги. Почему? 9 числа Венера входит в знак Весы, и это ее обитель. Там она себя чувствует максимально комфортно, и поэтому для всех нас будет как возможность, может быть, осуществить те разговоры сложные, на которые прежде мы не могли решиться. Надо сказать, еще и 4 числа Сатурн переходит из ретро-движения в прямое движение. Это в целом будет больше порядка. Вот какая-то турбулентность, которая была за период коридора затмений в октябре, может быть, месяцами раньше, здесь словно что-то обустраивается, отстраивается в какую-то более логическую цепочку, опять же, последовательности. И это будет где-то продолжаться до конца года. Все встает на свои места постепенно, и как раз для нас более очевидны какие-то факты, или мы можем принять какие-то важные решения, потому что мы видим, что есть на самом деле. Так вот, если мы говорим любовь и деньги, по Венере, плюс еще где-то и Сатурн, который в прямом движении, мы можем завершить какие-то беспокойные ожидания или прояснить какое-то недоразумение. Может быть, к этому периоду времени нам может, знаете, такое внутреннее чувство: мне надоело сомневаться, я уже теперь что-то хочу для себя определить наверняка. И планетарно нам действительно как будто высшие силы помогают. Но любовь, Венера в весах – это новые грани чувственности всегда. Нас может где-то накрыть с головой такое ощущение, когда хочется любить, хочется быть любимым. И Венера в весах – это новая алхимия близости, больше нежности. И даже в тех парах, когда все уже понятно, устоялось, все равно хочется дарить любовь и как-то проявляться, как и вам, так и по отношению к вам тоже, вашего партнера. Если мы говорим про деньги, Венера – это деньги тоже. И как будто в первую половину месяца с деньгами проблем не будет. Деньги будут, но на последующий период, мои дорогие рыбы и рыбки, конец, может быть, ноября, с заходом на декабрь, как будто уже теперь, в первую половину месяца, есть смысл просчитать свои траты на случай задержки денег. Первое. И второй момент. По Венере в весах может захотеться приобрести что-нибудь эдакое, а потом мы скажем: боже мой, зачем я это купил или купила? Вещь нам будет либо не нужна, либо мы сочтем, что какая-то вау-трата, которая была неправильная. Поэтому будьте аккуратны. Давайте мы посмотрим события ближайшего будущего или главные события. Может быть, события ближайшего времени, или даже в один день уместятся события ближайшего дня. Так бывает, когда за один день больше, чем за месяц. Что уже у вас будет как главное событие? Ух ты, солнце, мои дорогие рыбы и рыбки. Правда, все то, что я сейчас перечисляла, что мы можем сделать, у вас это наиболее ощутимо. Это и про любовь. У кого-то может быть, я бы сказала, где-то и встреча с человеком, когда вам захочется проявляться. Но ведь солнце – это отчасти карта нашего эго. Это карта еще и направлений, кстати, выбора правильных направлений на несколько месяцев. Вы можете в целом определяться, как и по работе, по деньгам, по учебе, по личной жизни. Но сама по себе карта счастья, радости, старший аркан, и поэтому я не буду утверждать, что это может быть именно по любви как-то, потому что это может быть и по любви, и по остальным сферам жизни тоже. Нечего добавить. Солнце. Но что-то радостное, хорошее, то, что вдохновляет, придает оптимизма. И мы с большей уверенностью уже как будто готовы идти вперед или смотреть, может быть, в будущее. Что-то определиться, мои дорогие рыбы и рыбки, если была в чем-то двойственность. Когда вы точно наверняка будете знать либо это ноу-хау, как сделать, осуществить, или в каком же направлении я буду развиваться, если это касается чистолюбивых амбиций. А если чувства захватят с головой? Такое может быть.
Давайте мы посмотрим ближайшего времени. Правда, тут выход из каких-то сомнений, разочарований, из ненужной философии, когда вы больше смотрели вглубь себя или что-то пытались анализировать. Сами по себе какие-то недоразумения с картой Солнца у вас уходят. Больше ясности для вас уже на начало ноября. Что-то как будто отстраивается. Мне надоело сомневаться. Вот то, что я сказала. События ближайшего дня. Но мы не должны собой рисковать. Где-то вот этот импульс нам не должен навредить. Вы можете узнать какие-то новости. Или, кстати, для кого-то из вас приходит новость, которая на первый момент вас может словно дезорганизовать. Я не знаю, как поступить, я не знаю, как действовать. А карта нам говорит, что ты не заглядывай снова вглубь себя, увидь какую-то реальность, потому что изначально даже какая-то патовая ситуация, камни с неба, буквально, для вас это будет означать новые возможности, смена парадигмы, смена какого-то шаблона. Но рисковать мы собой точно не должны. Все-таки карта башня. Для кого это актуально? Меня смотрят люди из разных стран. Мы как будто еще и успеваем спастись, если правда ситуация такова, что, сложно, одним словом. Мы все равно, вы, мои дорогие рыбы и рыбки, к солнцу, к прогрессу, к чему-то доброму, хорошему, радостному, с хорошим качеством жизни, к благополучию. Вот на начало, может быть, месяца, середину месяца. Но надо сказать, что в последующем Меркурий 10 по 10 число он будет еще в знаке Скорпион. И это знак тайны, мистики, все непонятно, да? Хотя вы люди интуитивные, но тем не менее. Еще по 10 какие-то непонятности могут быть. А вот уже с 11 Меркурий переходит в знак Стрелец. И там как больше легкости, больше вдохновения. Больше легкости на подъем, кстати, кому-то захочется куда-то отправиться, поехать. Или смена каких-то ваших планов может в последующем тоже произойти. Но до конца месяца как будто хорошее настроение и возможности нас будут ждать. И какая-то информация может продолжать приходить к вам. Держите руку на пульсе. Давайте мы посмотрим. Да, тут два направления, которыми мы должны заниматься. Первое, если нам что-то угрожает. И второе, как по Солнцу, когда для нас есть какой-то прогресс. Вот два. И где-то на самосохранение. Риск должен быть исключен. Неожиданные события. Давайте я достану такую карту. Мне очень интересно посмотреть. Или сами по себе неожиданности первой половины месяца. Ну, тогда у кого-то башня проиграется, либо когда из-за какого-то прежнего события, кстати, могли произойти в вашей жизни перемены, может быть, это ваше решение было, которым вы можете в последующем отчасти пожалеть, могли точнее. И теперь, может быть, даже вы в прошлом, в октябре, что-то сделали таким образом, что свидетельствовало о том, что вы шли по интуиции, по подсказкам собственной души. Но в последующем вы могли оказаться как на перепутье, на развилке, и начали сомневаться, правильно я поступил или нет. То вот как раз в ноябре для вас будет видна вот эта цель, почему я так поступил. Вы можете узнать какие-то новости, которые вам добавят уверенности, что мои какие-то прежние действия были правильны. У кого-то так проиграется. Потому что мы смотрим на неожиданности. Их, по сути дела, нет, если мы их сами себе не создадим. Семерка жезлов – это всегда, как совет идет карты, не увеличивай конфликт, не увеличивай дистанцию, не обостряй отношения. Как будто, посмотрите, 7 жезлов. Один жезл в руках героя, 7 просто так стоят. Нет людей, нет какой-то опасности, нет того, что нам кто-то хочет нарочно сделать плохо, нет такого. Но мы как будто больше воинственно держимся или хотим всем все доказать. А нам говорят, нет, оставь все как есть. Сил у нас хватит, если, конечно, есть необходимость парировать или отстаивать свою точку зрения. Но первый вопрос целесообразности. А надо ли спорить? А надо ли доказывать? А надо ли участвовать в каком-то конфликте? Нас по семерке жезлов часто потом будет судьба сводить с теми людьми, с которыми мы прежде где-то поругались. Правда, вот так иногда проигрывается
Очень часто семерка жезлов, поэтому карты и советуют не увеличивать дистанцию конфликта. Каких-то людей мы не исключим из нашей жизни. Нам придется дальше продолжать общение. И это не должно в этот период что-то обострить или нарушить это общение, что потом мы не захотим даже видеть человека. Или это касается какой-то организации, может быть, и по работе, что нам потом словно кругами захочется обходить это место. Вот себе не навредить будет, правда, очень важно. Что нас будет радовать или что он будет помогать? Вы знаете, может быть, есть конкретный человек, который вас поддерживает, которого вы хорошо знаете. Карта искренности, шестерка кубков. Искренности у нас двое детей изображены, и для кого-то тут двояко. Либо это какая-то ваша личная история, и действительно есть человек, который всегда вам готов прийти на помощь и выручку. Потому что он вас воспринимает такими, какие вы есть, не пытаясь вас, ну, как-то переделать, подстроить, может быть, под свое хорошо или под свое видение. Но для кого-то из вас это может быть еще и, знаете, как какие-то отношения, которые вы, допустим, были знакомы с человеком какое-то время, может быть, вы не видели друг друга, не слышали, а здесь он, или какая-то идея, может быть, так вот последует от кого-либо, и она вас заинтересует. Ведь это всегда карта прошлого. Но не то, что прошлое, которое осталось за плечами. Нет, это то прошлое, которое и на сегодняшний день тоже. Либо оно приходит на наш порог, либо оно просто есть в нашей жизни и каким-то образом помогает. Либо конкретный человек, либо какое-то дело из прошлого. То, что вы думали, и здесь вы как-то можете, ну, пересмотреть какие-то свои интересы тоже, больше позитива. И вы как будто не одни. У вас есть соратники, помощники, единомышленники, и это в целом нам тоже помогает. Давайте мы достанем карту. Любовь мы заявили, правда, по видео? Что любовь для рыб и рыбок? Хотя карта Солнца всеобъемлющая, но все же. Давайте посмотрим, что по любви. Карта, она в этой колоде называется Ля Папеса, я уже не буду о ней много рассказывать, но вообще это карта тайна, Верховная Жрица, карта тайн, карта мистики, карта того, что как будто не видно. Или мы не хотим о чем-то афишировать, или какой-то, как меняем свой собственный шаблон, смена парадигмы. Карта всего иррационального, для кого-то, правда, проиграется по Венере, как наши чувства, которые как бы они уже были, может быть, даже в тех отношениях, которые существуют много лет. А здесь вы словно заново можете узнать человека. Или обратить, как-то вот по-другому увидеть даже супруга, с которым жили долгое время. Здесь, правда, какая-то новая алхимия близости может проиграться. Вот именно новая алхимия близости. И, конечно, у каждого по-разному. Но для кого-то это и тайные, может быть, тайные отношения, о которых вы не хотите говорить. В целом, как будто о личной жизни, карта нам сразу говорит: ты не распространяйся. Это для тебя сразу будет в пользу и в плюс. Даже если кто-то, наводящие вопросы: а как у тебя дела? Ну, что-то нейтральное лучше всего рассказать или уйти от ответа. Нам придется где-то отступать полшага назад, чтобы себе не навредить. Давайте мы посмотрим. Для тех, кто в паре в целом, карта Император. Ну, может быть, это у вас достаточно сильная позиция, правда, с картой Солнца, когда вас просто любят, когда признают, может быть, мои дорогие рыбы и рыбки, что вы как и значимый человек. Может быть, у вас на повестке дня, вот даже если вы человек семейный, у вас, к примеру, стоит какая-то самореализация, может быть, на повестке дня. Или для кого-то из вас по императору, конечно, могут решаться вопросы, которые связаны с оформлением, безусловно, со сменой статуса. И, может быть, даже если вот вы жили вместе, но отношения не были оформлены, вы можете принять окончательно, уже вы сделать вывод, что мы, да, уже вместе, и де юре следует тоже как-то оформить, заключить, да, брак. Но есть еще и тот момент, что человек может понимать вас, что у вас какая-то сейчас тема самореализации на повестке дня,
и просто вас поддерживать вот и так тоже, потому что у вас сейчас очень сильные энергии. Вы можете, кстати, с таким императором, может быть, это ваш супруг, который берет о вас заботу, мои дорогие, или супруга, может быть, хоть меня и смотрят и мужчины, и девушки, пусть это как бы женские энергии, а у нас император, но, может быть, у вас период жизни таков, что вам будет нужна вот эта поддержка, эмоциональная, может быть, это будет для вас важно. Но сильные позиции все равно для вас. Для тех, кто один или одна, король кубков, но тут вы сами, как вы захотите. У вас старшие арканы. Если вы захотите продолжение отношений, вы их можете продолжать. Если вы захотите что-то поставить как бы на паузу, будет у вас и пауза, Верховная Жрица. Если вы захотите прекратить что-то, вы тоже прекратите. Вот на своей волне тут вы будете. Сложности вы можете обойти, правда. Период этому способствует. Но тут даже если мы хотим что-то завершить, может быть, у кого-то были сложные отношения в плане, как называют, треугольники, четырехугольники. Вот здесь тоже можно что-то, как окончательно, чтобы вас это словно не терзало. Не было, если вы уже устали от этой двойственности. Вот с чем-то разобраться есть возможность. Давайте мы посмотрим для тех, кто один или одна. Вы можете познакомиться в какой-то поездке, или это карта вообще успеха, заслуженного успеха. Здесь от ваших, опять же, желаний. Мы, если хотим, чтобы у нас совершилось новое знакомство, как будто отчасти, да, вот во время путешествия, или, может быть, даже это путешествие совсем недалекое, или для кого-то это может означать, на работе вы с кем-то познакомитесь, или пошли какие-то вопросы решать, тоже можете познакомиться. Но эта карта не говорит о том, что прямо сейчас что-то произойдет. Больше о том, что на дистанцию какую-то отношения могут в последующем развиваться. А для кого-то из вас, для тех, кто один или одна, просто на повестке дня вы сами. И где-то не совсем про любовь. Шестерка жезлов не всегда про любовь, но для кого-то проиграется, как если вы были с любимым человеком на расстоянии, с учетом карты Солнца, значит, вы будете обдумывать, как быстрее съехаться. Поэтому здесь по-разному. Есть значение успеха все равно, но не в этот период времени ноября, а как бы чуть дальше, на последующий период. Какой-то успех вы все равно можете себе, если есть же желание не быть одному или одной, значит, продумать тактику, где с кем могу познакомиться. От ваших действий будет зависеть ваше качество жизни. Давайте мы узнаем, что же у нас деньги, как мы заявили для вас. Что по финансам для рыб и рыбок? Пятерка мечей, вот правда, знаете, мог быть какой-то конфликт, кстати, из-за денег прежде, и вы вышли победителем, кстати, вы могли. Но это первая победа, когда она мне приносит какого-то, ну, либо результат как бы есть, а вот ситуация сама по себе, она как будто не разрешилась. Осталось, ну, то какое-то послевкусие, назовем это так, эмоциональное, когда на душе-то тяжело. Вот, видимо, какая-то прежняя ситуация по финансам вас совершенно не устраивает. И нам говорят, вот какую-то ошибку ты не должен повторить. С одной стороны, уходить от конфликта. У вас все-таки дважды об этом нам говорят карты. И по карте Солнца деньги-то есть, будут. Но либо пятерка мечей для кого-то будет означать, что это вас могут на какие-то траты склонять, правда. И отчасти вот тут, может быть, ситуация уже не новая, она может где-то повториться. Мы не должны повторить ошибку, это факт. Давайте я посмотрю карту совет на финансы, потому что тут можно долго ее трактовать. Игра с деньгами. Деньги будут. Но они нам будут нужны для какого-то, может быть, проекта. Или нам нужно рассчитать на последующий период, это тоже. По этой карте могут проходить новые способы заработка, которые вы ищете. Или обдумывать, каким образом ко мне в принципе приходят деньги.
И в этой колоде карт два пентакля изображены. В центре как будто лимнискаты, а это один из символов мага. Поэтому есть возможность как-то и исправить финансовую ситуацию. Есть возможность чем-то себе и не навредить, словно не повторить какой-то печальный опыт. Для нас будет это тоже важно. Несмотря на то, что у вас ресурсный период сейчас. У вас сейчас, видите, если мы смотрим карту выбора правильного направления, как бы первая карта– это Солнце. Это очень важно, что-то на повестке дня, на последующие как минимум несколько месяцев. И, видимо, это будет согласовываться. Или, возможно, какая-то финансовая составляющая присутствует вот в ваших планах. И мы попросту не должны с чем-то просчитаться. Будьте аккуратны с деньгами, хотя сам по себе очень благополучный период. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.